Stream Elements Bot Running. Так, начинаем новый стрим под номером 7. И давайте начнем с проверки, как у нас работает обратная связь. Так, пишу Boosty. Пишу с Boosty. Работает. Пишу с ютубчиком. Пишу с Ют. Ну и остался контактик. Ну что ж, все работает, обратная связь есть. Поэтому начнем с самого начала. Если кто прошлый стрим смотрел, те видели маленько неудачный опыт с розыгрышем. Давайте в этот раз повторим розыгрыш. И может быть даже он будет немного поудачнее. Так. Ну, вот так давайте оставим посерединке. Итак, в чем суть розыгрыша? Вы заходите на видео, без разницы, будете его смотреть ВКонтакте, на Ютубе, на Boosty. Как вряд ли это кому-то из Boosty понравится, но да ладно. Что вам нужно сделать? Во-первых, поставить лайк. Во-вторых, подписаться. К сожалению, система, которая будет отслеживать в автоматическом режиме и вычислять победителя, не может считать лайки, а может считать только подписчиков. Поэтому подпишитесь. Если не хотите быть постоянным зрителем, то потом можете отписаться. Никакой проблемы в этом я не вижу. Подписались и ждем конца стрима. Стрим проходит. Через полчаса после начала розыгрыша мы видим, кто победитель. И я смотрю, после окончания стрима, я смотрю, сколько лайков у меня стоит. Если 1, 10, 20, 30, без разницы, вижу, какое число лайков стоит, вижу, кто победитель, захожу к победителю на его канал, на YouTube, ВКонтакт, или где он там еще находился, и ставлю там на самые последние записи то количество лайков, которое стоит у меня. И, собственно, все. Как оно вот так. Все очень просто, все легко, понятно. И поэтому давайте запустим розыгрыш. Розыгрыш чего-то у меня. Вот. Время пошло. Ну и ждем. И включу еще одну ерунду. Не скажу, что она сильно нужна. Внимания на нее не обращаем.
Есть и есть. И все. Если какие-то проблемы со звуком, с видео, еще с чем-то, пишем в чате. Ну а я стараюсь эти проблемы как-нибудь быстренько решить. Если, разумеется, они от меня. Но я начну с темы про дзен. Добился того, я уже рассказывал, то, что мой дзен-канал пропал, то есть его нету. Если переходишь по ссылке на дзен-канал, то там страница 404. Если зайти в студию, то видно все посты, включая даже те, которые появились уже после того, как канал пропал. И на то, что у меня стоит синхронизация с телегой, все, что я пишу в телеге, автоматом попадает в дзен. Ну, пишу саппорт, типа на основании чего был удален мой канал. Проходит, по дзеновским меркам всего-то то ли 3, то ли 4 дня. И получаю ответ от бота Тони, который сообщает мне, что я нарушил правила, и у меня очень много постов, которые ущемляют права, оскорбляют людей и все такое прочее, тому подобное. И призывают к насилию. Если вы хотите посмотреть на эти посты, то зайдите ко мне в телегу, ссылка под видео есть, и посмотрите, какие там посты написаны от меня. Как правило, это пост какой-нибудь знаменитости, потом идет длинная черта и несколько строчек текста от меня, что я думаю по поводу этого поста. Ну, решил приколоться. Дайте мне конкретную ссылку на конкретный пост, где ущемляются права, оскорбляются и все такое прочее. А сам про себя думал, вот сейчас они мне на пост, где описаны слова Медведева, Кадырова, еще какой-нибудь знаменитости, пришлют, а я возьму и этой самой знаменитости напишу, типа, так и так, дружище, нельзя так говорить. Оскорбляет права человека, унижает достоинство и все такое прочее. Ну, прошло еще какое-то время, и бот Тоня больше со мной не разговаривает. То есть, несмотря на смену руководства, дзен как был либеральной помойкой, так я и остался. Ну, а кроме того, что это либеральная помойка, это еще и обычное цикло. Как оно вот так. Ну, а теперь переходим к вопросам, которые вы мне задавали. И первым вопросом у нас пойдет Певцов против пропаганды чебурашкой ЛГБТ. Кто не в курсе, это Певцов, актер, хороший актер. Правда, если честно, я особо не слежу за российским кинематографом. И я вот так вот без помощи Гугла вспомнил только роль адвоката и бандитского Петербурга там первого сезона, где Певцов играл.
Были еще какие-то такие слабые воспоминания о его ролях, но, если честно, кого он там играл и про что это кино было, я как-то немножко не вспомнил. Да и... Нет, по тем временам «Бандитский Петербург» был хорошим сериалом, но, если честно, я Витьку Антибиотика оттуда запомнил. Какие-то цитаты его, какие-то там поступки. А Певцов, да, был. Пока не умер. И вот данный актер, в данный момент уже не актер, а депутат Государственной Думы, все время забываю посмотреть, когда у них выборы у этих самых депутатов. Потому что все чаще и чаще попадаются какие-то крики, писки, визги, далеко не умные предложения законопроектов. То ли к выборам готовятся, то ли сезонное обострение скоро. Но данный Певцов сходил и посмотрел кино «Чебурашка». То самое кино, которое бьет всякие рекорды, занимает первые места по прибыли и все такое прочее. Если честно, я вот это самое кино посмотрел дома, лежа на диване. На торрентах валяется. Но может быть из-за того, что смотрел его дома бесплатно, а не в кинотеатре за деньги, как-то оно не зашло. Посмотреть все серии советского Чебурашки, старинного вот этого мультика, где я был когда-то странной игрушкой безымянной, намного интереснее. А здесь короче, не зашло мне это кино, и господину Певцову оно тоже не зашло. Но не зашло по другой причине. Он высмотрел момент, где Чебурашка называет Гену мамой. И Певцов развил теорию о том, что вот маленькие дети смотрят это кино и видят то, что взрослого дядьку называют мамой. И у них остается в голове такая мысль, что мама может быть и дядькой, и теткой, и в принципе какая разница. А уже от этого совсем недалеко от родителя 1, родителя 2, родителя 2,5. Мама с папой могут быть дядями, тетями, причем и мамы, и папы дядями, и мамы, и папы тетями. И все это кино это просто какая-то откровенная пропаганда, диверсия ЛГБТ-сообщества. Вот как-то оно вот так. Как я сказал ранее, кино мне не зашло. А то, что депутату Государственной Думы Певцову тоже оно не зашло, меня немножко не радует. Это складывается такое впечатление, что хочу чем-то заняться, хочу что-то сделать, а вот кроме диверсии ЛГБТ в виде фильма «Чебурашка», который бьет рекорды кинопроката в России, больше заняться-то и нечем. И надо что-то сделать, чтобы про меня поговорили. Хайпануть на горячей теме. Хайпа не получилось, потому что когда этот вопрос мне прислали, я погуглил уже, дня 3 прошло после этого, и выяснилось, что там буквально один пост накатал сам Певцов, и человек, несколько, там в районе 2-3 десятков, это себе по каналам расшарили. Расшарили и забыли.
как оно вот так и получилось. Ну, что сделать? Получилось и получилось. Главное, что вот оно такое есть. Также сообщают, что молния ударила в статую Христа в Рио-де-Жанейро. Ударила. Но, к слову сказать, она ударяет в статую, эту самую, раз 5 в год. Во-первых, статуя высокая, во-вторых, стоит на высокой горе, а молния, она имеет такое свойство, бьет в самую высокую точку. И поэтому статуя Христа является таким громоотводом. Это то же самое, что делать какой-то там супер-пупер новость из того, смотрите, молния ударила в Останкинскую башню, молния ударила в Эйфелеву башню. Ну, данные статуи, башни, это своего рода большой-большой громоотвод. И то, что туда ударила молния, обычная физика, ни больше, ни меньше. Особенно понравился мне один персонаж, опубликовал фотографию, написал, я в Вотис не переводил, но, наверное, 1,5 листа точно где-то там есть. Если вкратце в 2 словах, это все борьба богов. У нас есть Зевс, бог громовержец, которому не нравится то, что какой-то бог Христос выгнал его и тем временем почивает на лаврах на данный момент на земле. Хочется данному персонажу ответить следующее. Кроме Зевса, громовержцев было, Один был, Перун был. Это только такие самые-самые основные. Греческие, славянские, ну, еще не славянские, праславянские, как говорится, викинговский, какой он там, шведский получается, бог северных народов. Вот это бог, точнее сказать, главный бог определенного круга. Если про викингов, Зевс, греческий или римский, какой он там бог, Перун, здесь у нас был. И вот да, вот это были бога. Да, они списаны друг в дружке, не про это разговор, это были бога. А кто такой Христос? Если вы скажете, что это Бог, то вы будете немножко неправы. Бог один. И это Отец Христа. Тот самый Отец, который запрещает людям заниматься изменой. То есть, если ваша жена изменила вам, то она согрешила. Но при этом, если честно, я очень давно читал Библию, поэтому вполне возможно я ошибаюсь, но я, например, в Библии не видел момента, где Бог подошел к Марии и сказал: «Эй, девица, ты мне понравилась, как насчет небольшого шпиля-виля?» По-моему, такого нет. Да и у Марии, по-моему, на тот момент муж был. И получается, вам это делать нельзя, а я Бог, что хочу, то и ворочу. Ну и отсюда получается небольшой вывод, то что Христос, он, выражаясь
английской речью бастард. По-русски это будет звучать грубо, примерно как ублюдок. Но почитайте историю и узнаете, что это слово обозначает обычный незаконно рожденный сын. И все. Да, слово на данный момент скорее ругательное, чем нет. Но поначалу это было просто небольшая констатация факта. Этот от папы с мамой, а этот бастард или ублюдок от мамы и соседа. И если честно, на мой взгляд, не божеское это дело какого-то бастарда, статую какого-то бастарда молнию лупить. Но это чисто мое измышление. Вы можете с ним не соглашаться, можете соглашаться. По большому счету разницы нет никакой. Ну да ладно. Также сообщают, что помощника главы Чеченской Республики, командира спецназа Ахмат, Акты Алаудинова пытались отравить. Вот это сам прочитал сегодня утром, и буквально через 10 минут после того, как я прочитал, свалилась просьба осветить эту новость. Это прям, знаете, как кино можно снимать. Ну, на полностью блокбастер не подойдет, но вот как небольшой кусочек, как небольшая глава какого-то крутого боевика шпионского, прям здорово будет выглядеть. Сидит данный товарищ Акты Алаудинов в штабе. Ему приносит письмо, типа, вот вам письмо пришло. От кого, кому, зачем, не сообщает. Вам письмо. Человек открывает письмо, конвертик, достает письмо, начинает чувствовать себя не очень хорошо. Скоро, то да сё, к счастью, врач-токсиколог оказался. В данный момент командир Ахмата плюс еще 3 человека живо-здорово проходят лечение в московской клинике. Жизни вроде как бы ничего не угрожает. Контактный яд. Нет, когда вот мы слышим, он отравился ядом, его отравили ядом, это представляете, знаете, такая вот ситуация. Стоит посудина с какой-нибудь жидкостью, под покровом ночи туда подходит какой-нибудь товарищ, высыпает или в эту посудину, или откуда наливают жидкость в эту посудину, какой-нибудь кристально-белый порошок, забалтывает. И наши товарищи приходят, наливают, выпивают и падают. Или сразу, или чуть попозже. А тут, то есть бумага была, то ли может быть пропитана, может быть обсыпана какой-то токсичной гадостью, что вот ее просто подержали в руках. И пришлось лечить целых 4 человек. Во-первых, нужно найти подобную ерунду. Я не специалист по отравлению, но вот, допустим, из контактных ядов мне только жидкий никотин на голову приходит. То есть достаточно 1 каплю этого самого никотина капнуть кому-нибудь на затылок, на руку, на ногу, на спину, на кожу. И как только эта капля впитается внутрь, человек умрет, потому что жидкий никотин очень и очень ядовитая гадость.
Ну, во-первых, гадость она ядовитая, но чтобы ее кому-то что-то там сделать, это надо куда-нибудь ее набрать. Ну, я не спорю, да, можно там набрать в пипетку, в шприц, а потом тихонько подойти и сзади капнуть там за шиворот куда-нибудь. Но сразу начнет сильно сжечь. Потому что, ну, откачать, скорее всего, уже не получится. Потому что, ну, подумай, что какую-нибудь кислоту капнули, что-то наподобие кислоты, и начнешь руками там вот, пускай рядом кто-то сообразительный будет, начнет мокрой тряпкой все это, но капнуть надо быть где-то рядом. Когда-то давным-давно я читал сказку про древних японских ниндзя, и вот там один ниндзя спрятался между крышей и потолком, и 3 суток висел на веревках, писал в чашку, не какал, и ждал, когда под тем местом, где он лежит, а там была койко-место одного военного начальника, будет занято. И как только этот самый военачальник пришел, уснул, тот аккуратненько из тростниковой трубочки капнул какой-то яд. Да, там был не жидкий никотин, там был обычный сильный яд, и этот ниндзя аккуратненько попал в рот, и данный военачальник умер. Было это на самом деле или не было, если честно, я не знаю. Но если бы, допустим, у данного ниндзя был бы жидкий никотин, ему достаточно было из какой-нибудь той же самой тростниковой трубочки капнуть на военачальника, не нужно было целиться прямо в рот. Просто на лицо, на голову попало бы и все. Военачальник проснулся, пора бы пару-тройку минут и умер. А тут какая-то химия, потому что ну, не жидкий никотин в конверте, он бы окислился и потерял бы свои ядовитые свойства. История темная, осталось дождаться того момента, когда Рамзан Ахматович проведет расследование, а он его проведет 100%, и расскажет у себя в телеге, кто зачем хотел таким хитрым способом расправиться с Аты Алаудиновым. Укры, которые хорошо учили химию в школьные годы, или какие-то другие товарищи. Якименко призывает запретить общаться детям беженцев и мигрантов на родном языке в школах и любых государственных учреждениях России. Ксюша Собчак сразу же начала возмущаться, что вот, смотрите, сейчас он предлагает это, когда же он предложит опознавательные знаки на одежду нашивать. Типа, смотрите, какой Якименко фашист. Немецкие фашисты заставляли евреев звездочку на одежде клеить, а это скоро там, ну, у таджиков будет там одна буква Т, у узбеков буква У, или еще какие-нибудь символы придумают. Вот я, например, сегодня посмотрел одно старое видео, прислали, где показывают, я не знаю, кто это по национальности, житель ближайшего зарубежья. Ну, мне показалось, что товарищ грузин. Возможно, я ошибаюсь. Я не специалист в национальностях, я белого от черного не спутаю с китайцем и индейцем. А вот грузина, армянина могу перепутать. И
И вот он сдал экзамен на отлично на знание русского языка и истории. И готовится получать российское гражданство. И к нему подходит товарищ и спрашивает: вот ты вот ответил вот на этот вопрос. Вот прочитай, пожалуйста, и ответь его, будь так добр. Тот читает: вот военнослужащий России, там военачальник, кто-то все, знаменитый, участвовал в Великой Отечественной войне. Ну, и что ты ответил, кто? И вот под этим вопросом нарисовано 3 флага. Флаг Швеции, России и Америки, Соединенных Штатов. И, разумеется, товарищ задумал, глазенки забегали, сообразил и с гордо поднятой головой тыкает пальцем в российский флаг. Это он. Турен? Да. То есть российский полководец, участник Великой Отечественной войны. Да, это он. И в российской триколор. Видео было хорошо смонтировано, хорошо озвучено, хорошо сделано. Поэтому можно было легко понять, что говорит данный товарищ. Если бы, например, с этим товарищем я встретился где-нибудь в магазине, в каком-то шумном месте, я бы, скорее всего, его не понял. Потому что его русский язык — это такой очень-очень хреновый русский язык. Акценты, междометия, ЭУ, АО, там, где они не нужны. Да, данный субъект сдал экзамен на отлично. Все чаще и чаще, вот на днях там появилась из Челябинска, если мне не изменяет память, или откуда-то с той стороны, ситуация. Русские скинхеды отпинали кучку узбеков. И те подростки, и эти подростки, и российская полиция начала искать виноватых, задержали около десятка этих самых российских скинхедов, начали выяснять, зачем побили, что это такое. Ну, нехорошо же как-то так это все делать. А тем временем в местных пабликах выясняется, идет обсуждение полным ходом, что данные побитые узбеки схватили банду. И эта банда отбирала деньги у школьников, телефоны отжимали и прочее, прочее, прочее. Но когда они нарвались на того, кто решил не отдавать им ни свои деньги, ни свой телефон, забили стрелку, на которой сильно получили по голове. Тем временем, несмотря на все подобные паблики, обсуждения и все такое прочее, российской полиции никакого дела до узбеков не было. Они же задержали настоящих хулиганов, российских скинхедов. Если честно, российские скинхеды вообще они есть сейчас? В том виде, в каком они были там в начале 2000-х, 90-х. То есть берцы, подтяжки, лысый череп. Даже не берцы, точнее, гриндерсы. Берцы любой дурак может походить, а там нужны были именно гриндерсы и обязательно с длинными белыми гольфами. Как-то оно вот так. И скорее всего, да, некоторые блогеры призвали писать письма в прокуратуру, Следственный комитет, ФСБ, ЧК, ГПУ, МВД и прочие структуры. Хотя временем осталось 6, 5, 4, 3, 2, 1. И время вышло, победителя сегодня опять нет. Ну, что, нет так нет. Ну да ладно. Вернемся к российским скинхедам. Я не знаю, на каком языке разговаривали
гости нашей необъятной Родины. Но что-то мне подсказывает, что обычаи русского народа они вряд ли знали. Историю, скорее всего, тоже не сильно владели. И говорили на своем картавом языке, что их после 50 мл алкоголя уже можно было совсем даже не слушать, потому что было бы совсем непонятно. Я не говорю, что это плохие языки. Я говорю, что господин Якименко призвал запретить общаться. Лично я понимаю данного персонажа, и, если честно, я с ним согласен. Вот взяли какого-нибудь узбека, таджика, казаха, киргиза, любого американца, англичанина, любого представителя не российской национальности в России. Родители приехали как туристы надолго, как работники, как еще кто-нибудь, без разницы. Не надо детеныша отдать в школу. Нашли в школу. И почему этот детеныш должен общаться в школе на своем языке? Нет, он учится в российской школе. Нет, если это детеныш какого-нибудь дипломата, то у него есть специальная школа, где он специально учится, специальной своей программе, своей страны. Тут никаких вопросов нет. Но если данный персонаж работает каким-нибудь дворником, подай, принеси на складе, стенки красит, плитку кладет, есть плитку положить в ванной на кухне, кладет в ванной на кухне. Есть возможность где-нибудь на улице, значит, кладет ее где-нибудь на улице. То есть такой работник широкого профиля. Почему мы, местные жители, должны напрягать свою голову, свои уши, чтобы разобрать, что он там лепечет? Пришел, устроился, работаешь. В России говори по-русски. Рабочий день закончился, сел где-нибудь, где-то там живешь, снимаешь квартиру в каком-нибудь вагончике, в общаге, еще где-нибудь, со своими родственниками, коллегами, друзьями, разговаривай на том языке, какой в вашей среде принят. Если вы все узбеки, разговаривайте на узбекском. Если вы все таджики, разговаривайте на таджикском. Разговаривайте, как вам удобно. Но когда вы учитесь, работаете, то представьте то, что вас нужно в обязательном порядке обучить русскому языку. И общение на русском языке будет обучение. Также обязал следить за этим работодателей. И в случае чего наказывать не какого-то там гастарбайтера, смысл, выпишут ему штраф. И что изменится? Абсолютно ничего. А вот если работодателю, устроился, например, в магазин «Магнит» грузчиком, вернее, нет, в «Магните» нет грузчиков, мерчендайзером. Какой-нибудь узбек Залмат Ибрагимович, к примеру. И вдруг выясняется, что этот самый Ибрагимович по-русски 2 слова знает. Здрасте, и когда зарплата. И все.
то нужно оштрафовать. Но зачем накладывать там 5, 10, сколько там штраф на этого самого Ибрагимовича, если можно, например, на 500 000 за нарушение рабочего законодательства по работе с иммигрантами наказать Магнит. И тогда этот Магнит проведет штраф заплатит, обязательно заплатит. После этого соберет всех своих манагеров, которые занимаются набором персонала подобного рода, то есть из ближнего зарубежья. Оштрафует их на сумму заплаченного штрафа, контора не должна терять деньги. И проведет с ними ознакомительную беседу с нужным законодательством и скажет, что в следующий раз, если попадет, вы все будете оштрафованы не на сумму штрафа, а на 2 суммы штрафа. И по какому-нибудь совсем левому поводу, например, за слабое знание обязанностей. И останетесь ли вы здесь после уплаты этого штрафа работать, будет большой-большой вопрос. Потому что вполне возможно вас еще и уволят за то же слабое знание обязанностей. И вот именно тогда все узбеки, таджики, казахи и остальные жители, новые жители России, начнут в ближайшем времени знать и русский язык, немного хуже первые полгода россиян, а через год, через два будут цитатами Тютчева и Достоевского разговаривать. И, к слову сказать, нападок Собчак на Якименко, то, что вот начинается все с обязаловки по языку, а закончится все звездами на одежде. Но Ксюша далеко не права. Спутать русского товарища и узбекского товарища нужно либо зрение очень-очень плохое иметь, либо водки пол-ведра выжать. Если пол-ведра, да, с закуской. Потому что, опознавательный знак на одежде совсем не нужен. Но, однако, надо как-то сделать набросок, нападку. Она сделала, да, сравнила вполне нормальные требования с такими нападками, как в фашистской Германии. Что, как могу, так и пишу, как говорят в народе. А могу, Ксюша, очень плохо могу. Если бы не сильно известный папа, если бы не депутат мама, кто такая Ксюша и почему она Собчак, мы бы уже, скорее всего, забыли. Какое-то время, я думаю, мы еще ее потерпим. А тем временем переходим к киносериальной части. В киносериальной части я сегодня расскажу про сериал «Комплекс Бога». Наш отечественный сериал,
с хорошими актерами, интересным сюжетом. И если честно, нет, я вот на данный момент смотрю 3-4 где-то вот российских сериала, наших отечественных, интересно. Но кроме комплекса Бога, это все такие комедии на уровне чуть-чуть повыше плинтуса. А тут у знаменитого пианиста во время ночной гулянки, где отмечали очередное там мероприятие, пропадает дочь. Маленькая девочка, ну где-то там 9-10 лет. Тем временем к известному психиатру приходит дядька, богатый бизнесмен, который не сразу, но потихоньку, полегоньку рассказывает то, что у него галлюцинации. Он видит кого-то из своего далекого прошлого, учителя труда, бывшую жену, девушку, которая погибла при его участии, когда он сам еще был мальчиком, тоже там школьного возраста. И после этого 2-3 часа не помню. То есть где был, что делал, ничего не помню, ничего не знаю, никому ничего не сказал. И вся вот эта свистопляска закручивается папа девочки пианист. Все помнит, все знает. Он уверен, что он свою дочь никуда не девал. А дочь одна из 3 пропав. Причем через какое-то время находят тело девочки, проводят опознание. Да, это не дочь пианиста, но эта девочка, и как показывают, немец сидит, рассматривает 3 пропавшие девочки. То есть это один типаж. Одинаковые прически, одинаковые формы лица, одинаковые. Видно, да, что девочки разные, но одинаковые. И вот он проходит проверку на детекторе лжи, и детектор лжи говорит то, что пианист врет. У пианиста шок, он весь там с детства играет, один из самых знаменитых, никогда концерты не срывал, а тут пришел после того, как пару дней в СИЗО отсидел, пианино открыл, руки подержал, пианино закрыл, ушел. После чего нажрался, встретил с будущей жену, ей все рассказал. Не то, что дочку похитил, он не похищал якобы дочку. То, что проверку на детекторе лжи провалил. У него, правда, было объяснение, то, что да, вот он не оказывал ей внимания, дочка его, но с женой они развелись. То, что он оставил ее жене без должного внимания, то все, то есть вот он себя за это виноватым считал. Бизнесмен, который проходит проверку у психиатра, этому психиатру рассказывает то, что кроме таблеток от головы он ничего не пьет. Во время своего, назовем это приступом, он посетил одно кафе, где нанял официантку из этого кафе, чтобы она просто жила у него дома, без секса, без всего. Просто я прихожу после работы, ты сидишь со мной разговариваешь. И вот девочка слышит что-то странное, выходит в гостиной бизнесмен лежит, потный, глазенки в кучку, то есть он не в себе.
вызывают скорую, находят рецепт, на рецепте телефон доктора, звонит доктору, доктор приходит, видит то, что там какая-то, не скажу название, но какие-то таблетки, которые ЛСД для бедных. Когда со своим бизнесменом начинает разговаривать, то нет, я такие таблетки не ел, я не знаю, откуда они у меня взялись, это не мое. То и все, и в итоге бизнесмен встречается с ментом, который ведет дело о пропавших девочках. Были у вас такие вот пациенты, которые жаловались на которые могли бы причинить какое-то зло малолетним девочкам? Нет, никого таких не было. И если я узнаю, что у вас такое было, я вас посажу. И уходит. Доктор посидел, подумал, и последний на данный момент серия закончилась тем, что он приходит к милиционеру, точнее сказать, к господину полицейскому, и рассказывает то, что вот у меня есть пациент, который, да, может быть, я не знаю, не он, но на всякий случай проверьте. На данный момент я бы поставил этому сериалу 8 баллов из 10. Такого хорошего сериала с нормальными актерами, с хорошим сюжетом, который просто интересно смотреть, давно не видел. Причем давно не видел, это вообще про сериал, а не конкретно про российское кинотворчество. Даже российские детективы, они все идут прямо вплотную с комедией. То есть везде какие-то шутки, прибаутки, все как-то так. А здесь нет ничего смешного. Здесь идет серьезное кино про серьезные обстановки, серьезные ситуации, драмы, трагедии. И вот ты смотришь и понимаешь, что вот, есть бизнесмен, есть психиатр, есть полицейский, есть друг пианиста, есть сам пианист. И вот, в принципе, взять любого актера, любого героя, и да, и он может быть именно тем самым маньяком. По разным причинам, но может. То есть данный сериал «Комплекс с Богом» я однозначно рекомендую к просмотру. На торрентах лежит. Если хотите с рекламой различного интернет-казино бреда, можно скачать прям целиком, сразу весь сезон. Если есть желание посмотреть без рекламы, без всякого сопутствующего говна, смотрим по одной серии в неделю. И как-то оно так получается. Ну и теперь я бы должен сказать, что все, всем пока, но в завершении сегодняшнего стрима хочу рассказать про небольшие нововведения, которые я хочу сделать в техническом плане. То, что звук страдает весь этот год, второй месяц, полтора уже, это для вас не секрет, это вы сами слышите. У меня есть хороший микрофон. Но, к сожалению, из-за того, что драйвера этого микрофона несовместимы с новой версией OBS Studio,
а старые, с которой они совместимы, просто-напросто постоянно вылетают. Я на днях переставил OBS, скачал старую версию. Да, вот этот микрофон, идеальный звук. Но, во-первых, мне приходится раз в 10 запускать OBS, потому что он запускается, сразу же вылетел. Второй раз запустился, сразу вылетел. Третий, четвертый, пятый, шестой, да, хоп, заработал. Но может вылететь через 5 минут, может быть через 10, а может и не вылететь. Но вот этот может или не может мне не сильно нравится, поэтому, да, новая версия работает стабильно, но звук плохой. Есть два варианта это исправить. Переделать вот этот микрофон и купить новый микрофон. Если купить нормальный, хороший микрофон, это порядка, чуть меньше 10 тысяч. Если переделать вот этот капсуль внутри, поменять на нормальный, это 300 рублей. Нужен будет паяльник, колу и все такое, еще 1000 рублей. Кабель новый, пусть будет 500, там 600, 700, 800. И специальный усилитель, это еще где-то 6000. То есть, если грубо посчитать примерно, то получается либо делаем вот этот микрофон хорошим, за, грубо говоря, где-то за 8000 рублей. Либо покупаем микрофон, который, да, тоже хороший, но будут небольшие косячки за 10. Если есть желание скинуться, донатная ссылка под видео есть. На Бусти своя, во всех остальных соцсетях своя. И просто, если вы написали вопрос, можете больше ничего не писать. Если делаете конкретно донат, то тут все просто. Добавили новый вариант, то есть купить новый микрофон или переделать старый. И, соответственно, как только нужная сумма соберется, посмотрю, кто за что больше дал. Не больше количество донатов, потому что, например, может быть 100 донатов по 50 рублей, а может быть 2 доната по 5000 рублей. Имею в виду сумму. Буду считать, да, вот именно по сумме. Вот именно тогда уже либо куплю кучу запчастей и покажу, как все это сделать дома, либо купим новый и будем его возиться, настраивать, и дай бог получится. Но тем временем сегодня понедельник, значит мы увидимся тоже в пятницу. В пятницу у нас будет 17 число, поэтому 17 числа мы с вами увидимся, пообщаемся, все будет хорошо. Если все будет хорошо, то будет очередной хороший стрим, где-нибудь на час. А теперь всем пока и увидимся в конце недели.